Ядерная страна начинает войну. Нанесен авиаудар по приграничью. Вспыхнула еще одна горячая точка в мире. Россия в опасности. В резиденции Путина внезапно отключили камеры видеонаблюдения, а сам хозяин Кремля спрятал дочерей в бункер своей резиденции и обращается со срочным призывом к спецслужбам. Это касается безопасности всех в РФ. Подтверждена гибель высокопоставленного офицера, а это пытались скрыть. Ужасающее требование Кремля, озвучен жесткий ответ Западу. Ядерный взрыв в Подмосковье – необычное зрелище и страшные ракеты, которые разорвутся прямо над головами своих же. Это раскрыто впервые, тревожно теперь всем. Такого еще не было. Введен полный запрет на смартфоны. Их массово разбивают прямо на глазах у всех. Новый закон поражает абсурдом. В Казахстане полностью отключат интернет. Невероятные изменения вводят в стране из-за протестов. Такаев заразился от Путина. Это и многое другое. К утру четверга, 11 июня. Четверг на календаре, а нехты в эфире. Все самое важное к этой минуте прямо сейчас. Я Степан Путила, и мы начинаем. Демилитаризация Украины, о которой так любит говорить Путин, идет полным ходом. Вот только, кажется, не в ту сторону. Количество прилетов по российским городам растет каждый день. В среднем по русским городам прилетает по 677 боеприпасов каждый день. Это максимальное значение с начала СВО. Кажется, в плане демилитаризации Украины имеется пара просчетов. И заметьте, Песков теперь уже не про новые регионы заикается. Защитить бы вообще что есть. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой. А по подсчетам немецкого экономиста Яниса Клюге, в 2026-м российская армия теряет убитыми около 300 человек в день. Это примерно 9 тысяч в месяц или больше 100 тысяч за год. Считал он не по сводкам Минобороны, там такое не публикуют, а по куда более честному источнику – выплатам семьям погибших из бюджетов российских регионов. Деньги за смерть скрыть труднее, чем правду. И вот что особенно болезненно для Кремля. Ежедневный набор контрактников в России в начале 2026 года, по всей видимости, опустился ниже отметки в 1000 человек в день. Пока с фронта вывозят по 300 человек в сутки, набор контрактников, наоборот, просел на 20%. То есть потери уже обгоняют приток свежего мяса, несмотря на рекордные выплаты. Региональные бюджеты трещат от компенсаций. Продвижение измеряется десятками метров в день, а удары по российским тылам только множатся. Так что троекратное путинское «Ура» сегодня звучит уж особенно сюрреалистично. Владимир Путин сказал, что РФ наступает по всем направлениям, но не сказал, в каком направлении. Я хотел бы это уточнить лично. А накануне продолжительность войны в Украине сравнялась с продолжительностью Первой мировой войны – 1568 дней. Бункерный дед больше не метафора. Как пишет Daily Express, Путин из страха перед покушением свез дочерей и внуков к себе в укрепленную резиденцию Валдай с подземным бункером, который теперь прикрывает 27 башен ПВО в 2 кольца. Пару лет назад было 7. Дроны залетают все глубже в Россию, и в Кремле от паранойи вырубили даже камеры видеонаблюдения, испугавшись слежки и взломов. Но вся соль вот в чем. Тот, у кого на фронте гибнет по 300 человек в день, сам прячет родню за 2 кольцами зениток. На публике победные реляции, от которых морщатся даже Z-блогеры. Ура! 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 И не зря ВЦИОМ, по данным The Moscow Times, тихо перестал публиковать рейтинг доверия Путину. Аккурат после того, как тот рухнул ниже 30%. Снаружи бункер с зенитками, внутри рейтинг на дне. Крепость крепкая, да фундамент трещит. Такой могучий, что даже слов боится. Накануне Путин официально приказал отжимать имущество и выпотрашивать банковские счета уехавших россиян, если они из-за границы критикуют РФ. Закон вступит в силу с сентября. Они называли лягушкой. Да-да, лягушкой. И еще земляным червяком. Это хотели максимально скрыть и замять. При взрыве автомобиля в Балашихе был убит офицер отдела снабжения главного ракетно-артиллерийского управления российской армии Дамир Давыдов, человек, ответственный за снабжение фронта снарядами и ракетами. Об этом Нью-Йорк Таймс на условиях анонимности сообщил высокопоставленный украинский чиновник. И бункерный, похоже, окончательно разнервничался. Песков на голубом глазу сообщил, что хозяину Кремля моментально докладывают обо всех таких происшествиях регулярно. И это жесткое требование. Президент регулярно сводки подобного рода получает, ему докладывается.
А сам Путин тут же бежит докладываться в свой чемодан и требовать от спецслужб и силовиков срочно усилить защиту по всей стране, от школ до детских лагерей. Усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом. Многоходовочка по-путински. Человек, отправляющий ракеты на чужие города, начал паниковать за собственные тылы, а под конец, как всегда, вырулил на любимое. И если европейские деятели, озабоченные гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно. Правильные ценности продвигаем. Так будем действовать и дальше. От страха к скрепам. Эволюция в одном выступлении. Ну а потом обратно к страхам. Москву, как пишет Defense Express, до сих пор прикрывает советская стратегическая противоракетная оборона А-135 «Амур» с ракетами, у которых ядерные боеголовки. Логика дикая. Вражескую боеголовку планировали сбивать собственным ядерным взрывом прямо над Подмосковьем. И это не музей. Вокруг столицы действует около 5 таких позиций с 84 ракетами. Часть шахт вплотную к жилым домам. Щит, который в случае чего сам рванет над головами москвичей. Россия же вроде с нацизмом борется, а внутри кадры один колоритнее другого. В Питере задержали 20-летнего неонациста, который ни с того ни с сего распылил перцовый баллончик в лицо африканцу. У того химический ожог обоих глаз. На фото от МВД парень красуется в футболке неонацистской группы. А днем ранее в Краснодарском крае повязали другого художника. 53-летний мужчина вместо учебы на машиниста вооружился сметаной и рисовал во дворе свастики. За кисломолочное творчество получил 10 суток. Что вы там нарисовали? Древнеиндийский знак. Свастика, да? Ну, по-русски вот, наверное. Знали, что этого делать нельзя? Так и выходит, с нацизмом воюет где-то в Украине, а он преспокойно гуляет по собственным городам, местами даже со сметаной. ЕС вкатил уже 21-й пакет санкций, а Захарова в ответ грозит Западу действенными жесткими шагами. Какими именно, по традиции, не уточняется. Зато чуть позже жесткий ответ все-таки прорезается, и он шикарен. И мы обязательно разместим соответствующие адреса всех этих производств на территории Канады. Короче говоря, мы вас по IP вычислим и адреса заводов ваших опубликуем, которые вы и так сами знаете. Как именно это должно напугать Оттаву — загадка. Грозный Кремль во всей красе. 21 пакет санкций по зубам, а в ответ адреса в интернете. На десерт отдельный шедевр дипломатии от спецпредставителя Путина. На полном серьезе он обратился к пришельцам. Дорогие инопланетяне, пока вы готовитесь к контакту с человечеством, проявите свое всемогущество и убедите Кира Стармера уйти в отставку. Без похищений и экспериментов. Видимо, земными способами уже не выходит. Осталось звать на помощь НЛО. А как же один народ? Пока в телевизоре твердят про братскую Украину, Верховный суд России тихо ликвидирует Союз украинцев России. Последнюю крупную организацию, поддерживающую украинскую культуру в стране. Повод дежурный – нарушение в уставе. Украинский язык, желто-голубые цвета и культурные вечера теперь окончательно под запретом. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша. Ядерная держава ночью бомбит соседа. В разрушенных домах тела детей, а мир почти не заметил. Накануне Пакистан ударил с воздуха по 3 провинциям Афганистана. Талибы говорят о 13 погибших, 11 из которых дети. Пакистан отвечает буднично, мол, точечно выбивали боевиков, мирных жертв нет. Но суть в другом, это не разовый налет, а тлеющая с февраля приграничная война с сотнями погибших. И самое тревожное, у Пакистана почти 200 ядерных боеголовок. Пока в ход идут лишь самолеты, но полыхни конфликт всерьез, и соседство с таким арсеналом мигом перестанет быть абстракцией. Свежий замер настроений в Украине. По данным Киевского международного института социологии, президенту Зеленскому доверяет 61%. Больше, чем любому другому политику. Но обойти его все же есть кому. На первой строчке бывший главком, а ныне посол в Британии Валерий Залужный. 73% доверия, на 12 пунктов выше президента. И это при том, что в политику он формально не лезет. Вообще топ забит силовиками, командующий дронами Роберт Мадьяр Бровди 70%. Глава офиса президента экс-разведчик Кирилл Буданов тоже 70%. А вот старые политические зубры на дне рейтинга. У Порошенко минус, у Тимошенко и Бойко провал. Запрос общества читается прямо. После войны украинцы хотят видеть во главе страны не привычных политиков, а военных, проявивших себя на фронте.
Казахстан перенимает у старшего соседа дурную привычку – рубильник для интернета. Конституционный суд страны признал законной норму, разрешающую спецслужбе КНБ временно полностью отключать связь, якобы ради предотвращения тяжких преступлений. Мера, мол, временная, а значит, Конституции не противоречит. Где-то мы это уже слышали. Повод показательный. Жалоба на то, как в январе 2022 во время кровавых протестов в Кантар власти на несколько дней вырубили сеть во всей стране. Теперь практику просто легализовали, выдав спецслужбе судебное благословение на Kill Switch. Клуб государств, где интернет глушат ради вашей же безопасности, пополнился еще одним членом. Что ж, в ответ просится только 3 слова. Нет-нет, не пошли, а Next Step VPN. Все смартфоны под запрет, а конфискованные телефоны прилюдно разбить молотками. Где? Не угадали, это не Россия, а ее союзник Афганистан. Лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада запретил смартфоны всем чиновникам и членам движения. Нарушителей зовут преступниками и грозят военным судом, а полиция разбивает горы изъятых телефонов в знак верности вождю. И это лишь одна грань регресса. В те же дни в Герате талибы жестко разогнали протест женщин против дресс-кода. Дошло, по слухам, до стрельбы. Ирония в том, что сами талибы рулят страной через Telegram и WhatsApp. Им можно. Запрет, как всегда, для простых. Прогресс с полным ходом, обратно в каменный век. В общем, пока в России еще есть на что устанавливать, берите наш надежный Next Step VPN с поддержкой, проверенный временем и тысячами пользователей. Все ссылки в описании и комментариях. Ну а на закуску самое жизненное видео дня. В японском зоопарке 200-килограммовая горилла по имени Кийомаса поссорилась с самкой, и сотрудники засняли, как после семейной разборки он уселся в углу в позе мыслителя Родена. Уставился в пустоту с таким видом, будто бы заново прокручивал весь спор и придумывал аргументы, которые нужно было сказать еще час назад. Видео взорвало интернет за сутки, миллионы людей узнали в горилле себя, что неудивительно. У нас с гориллами 98% общих генов, так что и страдают после ссоры они точь-в-точь, как мы, люди. А чтобы не переживать, ничего ли вы не пропустили из новостной повестки, обязательно подписывайтесь на канал. Уже вечером Олесь Корниенко расскажет главное. Спасибо, что были с нами, до встречи.